Здравствуйте. Сегодня мне попалась интересная тетрадь, в которой собраны вырезки из газет, шашечных отделов в газетах, и они посвящены в основном композиции. Много задач было, но вот еще один любопытный момент в этой тетради был. Пару рукописных комбинаций было. Я думаю, что они уже встречались, они публиковались, но давайте я все-таки, может даже кто-то назовет автора, кто знает. И все-таки давайте я решил сегодня показать, потому что они очень любопытные, вот есть очень симпатичные идеи и мотивы. И я вам еще есть позиции, которые именно из вырезок покажу. Газетных вырезок, тех, которые автор я знаю. То есть указан автор в газетной вырезке. Итак, ход белых. Б3. Ну вот видите, симпатичная позиция совершенно. Хотя кажется, то есть хочется это делать, ход. ЖФ. Но мне кажется, что эта позиция все-таки встречалась где-то. Вот такая позиция. Далее. Вот интересное окончание партии. Ну, логичный ход. Здесь c1 на a3 логичный ход. Давайте потихонечку посмотрим все ходы. На f4. Я специально делаю паузы, чтобы вы сами решили. Либо можно поставить сразу на паузу здесь. Далее. Наиболее такой, наверное, интересный ход dc7. Мы его рассмотрим. dc5. Но вот оказывается, что дамке черных, в принципе, некуда уйти. Я хочу здесь провести ход, комбинацию АБ4, ну, такую маленькую комбинацию. Если на f4, то, понятно, вот эта вот комбинация проходит, о которой я говорил. Дальше на cd8. И вот такая любопытнейшая идея. И следующим ходом мы отдаем сюда. Ну, допустим, так. Запирание дамки получается. Маленькое мини-запирание, наверное. Хотя оно не совсем правильно говорит термин запирание. Ну, вот красивая очень позиция. Дальше. Вот такая маленькая, но симпатичная позиция. Ход белых. На d6. Если сюда бить, то достаточно просто. Если побить на e7, надо пожертвовать. И вот такая идея. Вот позиция Левандовского, Львовская область. Это еще то есть советские вырезки получается. Вот я не знаю, либо М. Левандовский, может Михаил Левандовский, но известный очень составитель. Либо что-то я путаю, но мне кажется, очень много он составил. И кто-то укажет мне, я думаю, что в комментариях вот этот момент, кто смотрит. И кто-то вот это знает. Но здесь вот очень любопытная позиция еще с той точки зрения, ход белых. Один из финалов, получается, встречался мне недавно в практической игре. Я, кстати, покажу вот следующую позицию, она будет последняя. Но она встретилась в практической игре буквально вот пару дней назад. Давайте будем смотреть. FG5. Ну, здесь грозит, естественно, давайте основной вариант. DE5 рассмотрим. Здесь еще любопытный такой эндшпиль. Любопытные идеи. ED6. Смотрите, вот можно, то есть, давать на решение, можно как эндшпиль давать. Вот здесь вот DE5. Ну вот на C1. Дальше. ED4. Ну вот здесь вот
Вот эта вот позиция, я покажу, как я уже сказал, следующая. Вот именно я по эту позицию имел в виду. Покажу следующие позиции, то есть она возникла в политической игре. То есть чуть-чуть так вот, может, чуть-чуть непонятно выразился. Но вот смотрите, вот этот ЦБ2, вот это вот идея, видите? То есть с оппозицией. Вот этот основной момент. Ну, давайте побочку вот посмотрим. На Е3, ФЕ7 и на Б6, чтобы зайти дальше. То есть, допустим, на ЕД6, ну, вот это вот один из основных вариантов, наверное. Сюда и вот здесь отдали. ЦБ2 и именно заставляем дамку поставить на А1 и на H8. Вот такой вот симпатичный выигрыш. Так, что я хотел еще здесь показать. Можно ставить как самостоятельный эндшпиль. Эндшпиль-то известный, собственно говоря, наверное. Ой, нет, не сюда. Давайте сюда покажу. Ну вот, идея основная, чтобы сюда зайти и потом уже отдать отсюда. Вот такая вот позиция. И давайте я покажу, что у меня возникло в практической игре. Вот здесь вот я тоже давал на расчет позицию. И вот смотрите, что получилось. Именно вот эта идея отдать назад. То есть CD4, кажется, что все нормально, GH8, но вот эта вот идея опять срабатывает, вот что было недавно. Итак, сегодня такой краткий репортаж, но я думаю, интересный был для вас. И до новых встреч!